Вот такая попадает на разбор сегодня маска. Это компания Apis, это польская компания. Эта маска позиционируется как маска после проведения химических пилингов. Маска вот такого состав. Здесь в составе очень много каолина. То есть она по консистенции как густая, такая, знаете, глина в воде. Вот такая у нее интересная консистенция, если посмотреть. Вот. В составе здесь у нас, как мы видим, вода, каолин, глицерин, экстракт мимозы, экстракт арники, феноксетанол и гликоль. Посмотрим на эту маску в действии. Привет всем, с вами я, Сергей Макеев, косметолог-эстетист, массажист. Итак, начинаю новую рубрику, называется она «Разборы». И сегодня я буду разбирать вот такую маску Apis. Это польская компания, делает акцент на натуральности ингредиентов. Что примечательно в этой маске? Эта маска себя позиционирует как маска от последствий после кислотной терапии. То есть, если вы делаете кислотный пилинг химический, например, то эта маска по заявлению производителя очень хорошо отзывается на вашей коже. Итак, давайте посмотрим, что здесь у нас в составе. В составе здесь у нас вода, каолин, это белая глина, экстракт мимозы, экстракт арники, феноксетанол, это антисептик и это стабилизатор, а также гликоль и глицерин. Что по ингредиентам я бы хотел отметить? Отмечу то, что каолиновая глина, она подсушивает нашу кожу. Глицерин – это жир, это будет создавать дополнительно окклюзионную пленку после нанесения маски. Сегодня я потестирую эту маску на себе, посмотрю, как она будет на мне ложиться, покажу, как я ее буду смывать, поэтому не выключайтесь и смотрите далее. Я нахожусь в ванне и маску сейчас буду тестировать. Кожа у меня предварительно очищенная, поэтому уже на предварительно очищенную кожу и затонизированную я буду наносить эту маску. Итак, что у нас по маске? Маска вот такого белого цвета, напоминает немного глину в воде. То есть реально белая глина в воде. Я буду брать вот эту кисточку и этой кистью буду проходить по лицу. Итак, поехали. Маска ложится очень легко. Такое, знаете, ощущение, как будто ты наносишь звездку или, знаете, побелку на лицо. То есть она приятно так охлаждает кожу. Ну, я не думаю, что здесь в составе ментол. И поэтому маска холодная на лице ощущается. Посмотрим, как будет дальше. Так. Маска уже начинает засыхать. То есть я чувствую, как начинается сужение пор, потому что маска сухая, и все кремовые маски на основе каолина будут именно подсушивать кожу. Так, значит, производитель пишет, что маску нужно выдержать 15 минут. Но маска реально начинает очень уже быстро высыхать на моем лице. То есть мы подержим 15 минут. Итак, маску я свою смыл. Итак, что я хочу отметить? Я хочу отметить, что на самом деле маска смывается очень тяжело. На коже есть ощущение сухости. Ну, у меня плюс еще прыщики вылезли, потому что очень много сладкого сожрал. Вот. Маска реально кожу очень сушит. То есть и в некоторых местах она даже и не смылась. Что еще могу сказать? Если у вас жирная кожа с широкими порами,
например, как у меня, то она, маска, она реально забилась в поры, и лицо такое, знаете, белесого оттенка, как будто, я не знаю, меня окунули в звездку. То есть, вот, соответственно, там, где щетина, маска забилась еще сильнее, поэтому... Пойдемте делать выводы дальше. Маску я свою смыл. Итак, какие бы я хотел сделать выводы касательно этой маски. Первое, я хочу отметить здесь натуральность. Очень круто, что здесь используется очень много натуральных ингредиентов. И каолин, и экстракт арники, и экстракт мимозы. То есть это на самом деле для производителя очень здорово. Но за счет того, что маску я смывал реально очень долго, и за счет того, что там очень преобладало большое количество каолина плюс глицерин, и в этой связке они сыграли, как по мне, не очень хорошую роль. Почему? Потому что глицерин – это жир, и для того, чтобы удалить жир с поверхности кожи, мне пришлось бы использовать какие-то спиртовые настойки, лосьоны, чтобы как-то растворить этот жир. И за счет того, что там еще в составе каолин и в связке с жиром, они дополнительно забили мои поры. Плюс маска создает окклюзионную пленку, и после кислотных пилингов кожа не будет дышать. А после кислотных пилингов все-таки лучше использовать, например, гидрогелевые маски, либо можно использовать альгинатную маску. То есть в составе еще мне понравилось то, что феноксетанол это антисептик и стабилизатор. То есть, если у нас на лице какие-то воспалительные элементы, то можно использовать эту маску и точно наносить на эти элементы, и будет обладать такой, знаете, антисептический и дополнительно подсушивающий эффект. Если, например, нету каких-то других альтернатив, например, в составе, чтобы был цинк. Итак, по итогу, что мне бы хотелось еще дополнительно отметить, что, как по мне, маска не подойдет именно после химических пилингов. Как использовать в повседневной жизни, например, эту маску? Может быть, да, хорошо, окей, но, опять же, это выводы исключительно мои. Я надеюсь, что маска вам подойдет, и будьте здоровы, и надеюсь, это видео понравилось. Пишите лайки, ставьте комментарии. И до новых встреч!